Глава 2176. Уединение. Дао Се беспечно следовал за Ханли, в то время как все остальные люди-культиваторы шли в удрученной тишине. Внезапно далеко позади них раздался грохот, после чего в том же направлении пронесся взрыв удивительных ударных волн, заставивший землю слегка задрожать. Все тут же с разными выражениями оглянулись, чтобы оценить ситуацию. Было ясно, что такой огромный взрыв мог быть вызван только детонацией формации деревянного царства племени Лиса. Даже на таком расстоянии они все еще могли ощутить силу взрыва. Можно было только предположить, что все дьявольские существа внутри формирования будут убиты, за исключением оставшихся клонов священного предка. Неудивительно, что племя Лиса сделало что-то подобное. Нужно было осознать, что нынешнее состояние племени Лиса было полностью вызвано дьявольским вторжением, поэтому они, естественно, ненавидели дьявольскую армию с удвоенной силой. Таким образом, Совет Старейшин решил пожертвовать всем формированием, чтобы отомстить дьявольской армии и уничтожить все их элитные силы. Однако, потеряв свое святое дерево и великого старейшину стадии Великого Вознесения, у племени Лиса не было возможности сохранить свою независимость. Ему придется либо стать дочерней компанией другой расы, либо переехать в отдаленное и пустынное место. Конечно, человеческая раса и все другие расы не собирались продолжать сдерживать свое обещание и вести войну против дьявольской армии за союзную расу, которая больше не заслуживала места среди них. Когда эти мысли пронеслись в голове Ханли, он махнул рукой, приказывая всей группе ускориться. Дьявольская армия только что получила чрезвычайно сильный удар, и отряда, который мог бы поймать их в ловушку, больше не было, так что кто знал, собираются ли священные предки отомстить отступающей объединенной армии. В целях безопасности им было бы лучше как можно скорее вернуться в город хлопкового дерева. Все остальные люди-культиваторы, естественно, отреагировали на указания Хань Ли и ускорили бегство. 2 месяца спустя Хань Ли, патриарх Хосяа и Мо Цзиньли спокойно беседовали в воздухе над горой недалеко от города хлопкового дерева. Позади Хань Ли стояли Дао Се и Чжу Гоэр, а Серебряная Луна стояла за патриархом Хосяа. В этот момент выражение лица Серебряной Луны было очень отчужденным, и она бесстрастно слушала разговор. Кто бы мог подумать, что это станет результатом нашей попытки усилить племя Лиса? Племя Лиса уже решило разделить своих собратьев на несколько групп, большинство из которых станут дочерними группами наших рас. Одна группа отправится в первозданный мир и найдет секретное место для поселения, задумчивым голосом сказал Мо Цзиньли. Это мудрое решение. Если в ближайшее время в племени Лиса появится еще одно существо великого этапа Вознесения, они смогут воссоединить своих братьев, и для них не будет невозможным восстановить свою независимость. Однако, если ни одно существо этапа Великого Вознесения не появится среди них в течение следующих 100 тысяч лет, племя Лиса действительно исчезнет с лица Духовного Царства, печально сказал патриарх Хосяа. Похоже, что племя Лиса неизбежно окажется в безвестности, по крайней мере, в ближайшем будущем. Без их включения наша стратегия борьбы с дьявольской армией, скорее всего, также серьезно пострадает. Вы разработали план, старший? Спросил Хань Ли. Возможно, мы потеряли племя Лиса как союзника, но дьявольская армия тоже не в очень здоровом состоянии. Вскоре наши два царства снова разделятся. Поэтому, если мы проявим упорство еще немного, мы сможем победить. Даже если дьявольская армия сможет претендовать на территорию племени Лиса, они не смогут противостоять нашим расам без каких-либо сил, которые могли бы их поддержать. Что нам нужно сделать сейчас, так это вернуться и посмотреть, действительно ли кто-нибудь из 3 дьявольских патриархов спустился в царство духов. Только после решения нынешнего кризиса мы сможем рассмотреть другие вопросы, ответил патриарх Хосяа. Понятно. После того, как мы вернемся к человеческой расе, мне придется уйти в уединение, поэтому я не смогу сильно помочь нашим 2 расам в ближайшем будущем, сказал Хань Ли немного несчастным тоном. Ха-ха, если ты сможешь перейти на стадию Великого Вознесения, то это будет величайшей помощью для наших 2 рас. В твоем нынешнем возрасте наши 2 расы смогут положиться на тебя в течение следующих 100 тысяч лет. Это остановит текущий кризис. Моему коллеге Досоо и мне это очевидно, усмехнулся в ответ Мо Цзиньли. Узнав, что Хань Ли и Дао Се убили 12 клонов священных предков в формировании племени Лиса, Мо Цзиньли стал еще более уверенным в шансах Хань Ли на переход на стадию Великого Вознесения. Ты действительно собираешься найти другое укромное место для совершенствования вместо того, чтобы возвращаться в город глубокого неба? Внезапно спросил патриарх Хосяа. Город глубокого неба сумел выдержать нападение дьявольской армии, но это все еще определенно небезопасное место. Я не хочу, чтобы меня беспокоили во время моего уединения, поэтому я планирую пойти куда-нибудь еще. И, скорее всего, я не выйду из уединения, пока не продвинусь дальше на своей базе совершенствования, ответил Хань Ли с улыбкой. Уверенность Хань Ли основывалась на огромной партии чужеродного дьявольского металла, находившейся в его распоряжении. С таким большим количеством чужеродного дьявольского металла он сможет легко достичь вершины поздней стадии интеграции тела. Это неплохая идея. Дьявольская армия внедрила множество шпионов в нашу человеческую расу,
поэтому чем меньше людей будет знать о вашем уединении, тем лучше. Мы не будем спрашивать, куда вы собираетесь, мы только желаем вам удачи в ваше совершенствование», — сказал Мо Цзиньли. «Иди сюда, Линь Луань. Согласно нашему предварительному соглашению, я оставлю ее с тобой. Надеюсь, ты скоро освоишь секретную технику, чтобы подавить негативную реакцию, от которой она страдает от своего искусства совершенствования», — сказал патриарх Хося. Хань Ли кивнул с доброжелательным выражением лица. «Будьте уверены, старший, я обязательно буду уделять приоритетное внимание освоению секретной техники во время моего уединения, чтобы помочь коллеге Досу Линь Луань выбраться из ее нынешнего затруднительного положения», — немедленно пообещал Хань Ли. Патриарх Ося кивнул в ответ, прежде чем повернуться к Серебряной Луне. «Линь Луань, сейчас ты должна слушать инструкции уважаемого Даоса Ханя, и ты не должна покидать его, пока я не скажу тебе это сделать. В противном случае не беспокойся и возвращайся ко мне». «Да, дедушка», — ответила Линь Луань, равнодушно глядя на Хань Ли. «Пришло время отправиться в путь, уважаемый Даос Хань. Мы оба тоже вернемся к нашим двум расам через несколько дней после того, как позаботимся обо всем здесь», — сказал Мо Цзиньли. «Хорошо, тогда я пойду», — ответил Хань Ли, кивнув, прежде чем сложить кулак в прощальном приветствии двум существам стадии Великого Вознесения. Дуэт ответил на его приветствие со слабыми улыбками на лицах. Затем Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить летающую лодку из зеленого нефрита, а затем сразу же полетел на нее, за ним следовали Даси Сце, Жу Гоэр и Линь Луань. Наложив на летающую лодку заклинательную печать, она слегка вздрогнула, прежде чем улететь и быстро исчезнуть вдали, как шар лазурного света. 5 месяцев спустя зеленая нефритовая лодка зависла в воздухе над извилистым горным хребтом, расположенным на границе территории людей и демонов. Хань Ли стоял на летающей лодке с закрытыми глазами, но его огромное духовное чувство безоговорочно высвобождалось во всех направлениях. Серебряная луна и остальные молча стояли позади него. В радиусе десятков тысяч километров больше никого нет. «Я поселюсь здесь, в пещере», — сказал Хань Ли, открывая глаза с довольным выражением лица. Затем он поднял рукав, чтобы выпустить около дюжины шаров духовного света, которые превратились в гигантских марионеток-обезьян, которые по его приказу немедленно спустились на гору внизу. Лазурный свет вспыхивал на пальцах этих гигантских марионеток-обезьян, позволяя им с легкостью пробираться сквозь горные скалы, и им не потребовалось много времени, чтобы создать огромную пещерную обитель в недрах горы, полную всех видов удобства. Убрав гигантских марионеток-обезьян, Хань Ли спустился сверху вместе со всеми остальными, затем перевернул руку, чтобы выпустить серию флагов формирования и пластин формирования, которые все исчезли в близлежащем пространстве. Он установил несколько мощных ограничений, чтобы защитить всю пещерную обитель. Прибыв в зал пещерной обители, Хань Ли дал остальным несколько инструкций, прежде чем отправиться в самую глубокую секретную комнату, где он начал свое уединение. Заняв место в секретной комнате, Хань Ли прочитал мантру секретной техники духовного чувства, которую даровал ему патриарх Хося, а затем начал свое совершенствование. Он готовился полностью овладеть секретной техникой, чтобы раз и навсегда решить проблему Серебряной Луны, а затем перейти к другим своим искусствам совершенствования. Спустя несколько мгновений слои пятицветного света начали быстро вращаться по всему телу Хань Ли, в то время как он сидел совершенно неподвижно, как деревянная статуя. 1,5 года спустя ослепительный пятицветный свет внезапно померк, и Хань Ли вновь открыл глаза с задумчивым выражением лица. Эта секретная техника не только немного усилила мое духовное чувство, но и очень эффективна для успокоения сердца и ума. Как и ожидалось от единственного представителя стадии Великого Вознесения, который вышел из расы демонов за десятки тысяч лет, он действительно создал блестящую секретную технику, пробормотал Хань Ли про себя, прежде чем внезапно охватить своим духовным чувством всю пещерную обитель. В результате он обнаружил, что Серебряная Луна также совершенствуется в другой секретной камере поблизости, и ее спокойное выражение лица указывало на то, что она совершенно не подозревала о присутствии духовного чувства Хань Ли. Оценив ее еще некоторое время, Хань Ли отказался от своего духовного чувства, затем перевернул руку, чтобы вызвать кусок черно-белой руды. Кусок руды был размером всего с яйцо, а его изрытая и неровная поверхность отдавала холодным металлическим блеском. Это был один из кусочков чужеродного дьявольского металла, который Хань Ли получил из царства старших дьяволов. Хань Ли провел пальцем по куску руды, и лазурная нить вылетела вперед, а затем разрезала кусок руды пополам, обнажая кристаллическую бусину размером с горошину, которая мгновенно оказалась между двумя пальцами Хань Ли. Хань Ли некоторое время осматривал кристаллическую бусину, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, выпустив около дюжины пятицветных флажков, которые исчезли в окружающем пространстве. В следующее мгновение над всей секретной комнатой появился пятицветный световой барьер. Глава 2177. Освоение мантры очищения 100 меридианов. Только после всего этого Хань Ли резко потер бусину между ладонями.
Дюжина или около того дуг золотых молний вылетела среди громкого раската грома, и бусина разбилась между его ладонями, после чего среди всплеска энергетических колебаний вырвался серый столб света. Хань Ли уже был к этому готов и тут же поднял ладонь в воздух. Массивная золотая рука мгновенно появилась над головой, а затем без каких-либо колебаний рухнула вниз, выпустив взрыв огромной силы, который сжал столб света в серый световой шар размером с кулак. После этого Хань Ли начал что-то напевать, и бесчисленные золотые руны вырвались из его рта, образуя сферу вокруг шара света. Только тогда выражение лица Хань Ли слегка смягчилось, и он взял шар света в свои руки. Сразу после этого в его глазах вспыхнул синий свет, и из его надпереносия вылетела серия полупрозрачных нитей, которые в мгновение ока исчезли в шаре света. Световой шар слегка вздрогнул, прежде чем издать слабый жужжащий звук, но быстро вернулся в нормальное состояние после того, как золотые руны вокруг него мигнули несколько раз. Затем Хань Ли закрыл глаза и начал медитировать, а когда через полдня он снова открыл глаза, полупрозрачные нити и шар света, окутанные золотыми рунами, уже исчезли. Хань Ли осмотрел свое внутреннее состояние своим духовным чутьем и обнаружил, что его магическая сила немного усилилась, на его лице появилась улыбка, но затем он слегка нахмурился, обнаружив зеленую нить, которая также появилась в его теле. Он немедленно переключился на другую ручную печать, и над его телом появился темно-серый слой света вместе со своеобразной аурой. Это был не что иное, как метод усовершенствования зловещей инь-ци, который он получил от Лань-ин из дома обширного происхождения. Если он сможет своевременно усовершенствовать сопутствующую зловещую инь-ци после поглощения энергии внутри кристаллических бусин, ему ни о чем будет беспокоиться. Примерно через час Хань Ли перевернул руку, чтобы достать еще один кусок чужеродного дьявольского металла, который также был разрезан лазурной нитью, чтобы обнажить еще одну серую кристаллическую бусину. Затем он повторил процесс и начал поглощать энергию и внутри этой бусины. Таким образом, Хань Ли повторял один и тот же процесс снова и снова, поглощая энергию перед очисткой зловещей инь-ци, и он мог ясно чувствовать, что его магическая сила быстро увеличивалась. 2 года пролетели в мгновение ика. Очистив оставшуюся зловещую инь-ци в своем теле еще раз, Хань Ли тяжело вздохнул, прежде чем окинуть взглядом окрестности. Вокруг него были разбросаны половинки кусков чужеродного дьявольского металла, сложенные в несколько кучек, каждая из которых была около 10 футов высотой. Это количество чужеродного дьявольского металла составляло около 90% всего чужеродного дьявольского металла, который он привез из царства старших дьяволов. Энергия внутри последней кристаллической бусины, которую он только что поглотил, больше не могла улучшить его магическую силу, поэтому было ясно, что он уже достиг вершины поздней стадии интеграции тела. К этому моменту его магическая сила увеличилась на целых 30% по сравнению с тем, когда он начал свое уединение, и это было достигнуто всего за 2 коротких года. Если бы какой-нибудь другой практикующий на стадии интеграции тела услышал об этом, он, скорее всего, счёл бы, что в это невозможно поверить. В конце концов, культиватору такого калибра, как Хань Ли, пришлось бы усердно совершенствоваться в течение как минимум нескольких столетий или, возможно, даже 1000 лет, чтобы достичь того же самого. Даже чудесные таблетки царства истинного бессмертного не могли оказать такого необычайного эффекта всего за 2 года. Однако, несмотря на то, что его база совершенствования достигла достаточного уровня, Хань Ли не собирался сразу же начинать прорыв. После еще 1 года совершенствования в секретной комнате, чтобы полностью закрепить свою недавно обретенную магическую силу, он щелкнул запястьем, и из его браслета-хранилища вылетел шар белого света. Затем шар белого света превратился в полупрозрачную нефритовую коробку длиной несколько футов с приклеенным к ее поверхности мерцающим серебряным ограничивающим талисманом. Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая вытащила талисман из коробки, затем щелкнул по нему пальцем, после чего крышка коробки открылась, обнажив малиновый фрукт в форме рисового зернышка. Плод был более фута в длину и толщиной с руку младенца, с очень острым концом. Это был один из кусочков кровавого риса, который Хань Ли получил в царстве старших дьяволов. Хань Ли сделал хватающее движение, чтобы взять кусок кровавого риса, и нежно погладил его, пробормотав про себя. Как и ожидалось от куска кровавого риса высшего качества, он гораздо лучшего качества, чем обычный кровавый рис. Если бы я употребил его до того, как начал культивировать мантру очищения 100 меридианов, я уверен, что мой прогресс значительно ускорится. К этому моменту он уже достиг начального мастерства в мантре очищения 100 меридианов, но до полного мастерства ему было еще далеко. С его нынешним физическим телом ему потребуется как минимум более 100 лет, чтобы достичь этого уровня. Конечно, если бы на его месте был обычный человек-культиватор стадии интеграции тела, он не смог бы достичь этого, даже если бы ему было уделено все время мира. Вместо этого весьма вероятно, что их меридианы будут разрушены, а их тело взорвется. После получения выгоды от пруда очищения духа и лотоса чистого духа тела и меридианы Хань Ли стали намного более мощными, чем раньше, и необычайные эффекты кровавого риса, несомненно, значительно сократят количество времени, необходимое для его совершенствования.
Таким образом, он был очень уверен в своем мастерстве мантры очищения 100 меридианов. Как только он овладеет этой мощной способностью, это определенно окажет ему большую помощь в его попытке прорыва на стадию Великого Вознесения. Обдумывая все свои силы, Хань Ли медленно впрыскивал в кровавый рис порцию чистой энергии Ян. В следующее мгновение кровавый рис окутался слоем нежного белого света и быстро приготовился, испуская в процессе приготовления насыщенный ароматный запах. Хань Ли немедленно проглотил весь кусок кровавого риса за несколько укусов, и бесчисленные всплески тепла мгновенно начали подниматься по его меридианам. Серьезное выражение появилось на его лице, когда он наложил ручную печать, и его происхождение истинной дьявольской проекции появилось позади него среди вспышки золотого света, когда он начал совершенствоваться в соответствии с мантрой. Один сезон проходил за другим, и 40 лет пролетели в мгновение ика. В этот день Серебряная Луна совершенствовалась в своей секретной комнате, когда она внезапно услышала невероятный рев дракона, вырвавшийся из соседней секретной комнаты. Сразу после этого послышались завывания ветра и раскаты грома, и земля начала слегка дрожать, как будто неподалеку разразился сильный шторм. В глазах Серебряной Луны промелькнул намек на удивление, и она уже собиралась встать, когда выражение ее лица слегка изменилось, и она тяжело вздохнула, прежде чем снова закрыть глаза. Тем временем в другой секретной камере происходил ряд удивительных явлений. Хань Ли все еще сидел, скрестив ноги, в секретной комнате, и все его тело излучало пурпурно-золотистый свет. В то же время бесчисленные узоры серебряного духа быстро распространялись по его коже, образуя ряд образований разных размеров, а затем быстро рассыпались, представляя собой очень своеобразное зрелище. Проекция происхождения истинного дьявола позади него также имела идентичные серебряные узоры духа, проходящие по поверхности его тела, и что было еще более невероятным, так это то, что звуки воющего ветра и грохота грома доносились прямо изнутри тела Хань Ли. Свирепые ветры проносились по окрестностям, переплетаясь с дугами серебряных молний. Глаза Хань Ли в настоящее время светились ослепительным синим светом, и он оценивал себя с экстатическим выражением лица. Внезапно он поднялся на ноги и небрежно выставил ладонь вперед. Серебряные узоры духа на его руке мгновенно сошлись, образовав чрезвычайно глубокое образование, и в то же время лазурный свет вспыхнул из его ладони, прежде чем броситься прямо к двери секретной комнаты в виде свирепого лазурного змея. Из каменной двери раздался оглушительный грохот, и тут же вспыхнул пронзительный пятицветный свет. Хань Ли был совершенно ошеломлен, увидев это, и поспешно снял серебряное образование со своей руки, после чего лазурный змей тоже исчез. После этого ограничение на каменной двери несколько раз сильно вспыхнуло, прежде чем вернуться в нормальное состояние, и на лице Хань Ли сразу же появилось восторженное выражение. Он всего лишь нанес случайный удар рукой, усовершенствованной мантрой 100 меридианов очищения, и она уже демонстрировала такую невероятную силу. Казалось, что мантра очищения 100 меридианов была гораздо более мощной, чем даже то, что он первоначально ожидал. И, естественно, для него это была фантастическая новость. За последние 40 лет упорного совершенствования он съел весь свой кровавый рис и, наконец, достиг полного мастерства в мантре очищения 100 меридианов. В настоящее время каждая часть его тела может быть превращена в мощное сокровище с различными глубокими способностями, что позволяет ему убивать других существ того же калибра, даже не используя никаких сокровищ или оружия. Хань Ли мягко сжал другую руку в кулак с ликующим выражением лица, и бесчисленные золотые нити появились, а затем исчезли в мгновение ика после непродолжительного вращения вокруг его кулака. Глава 2178. Третья крайняя гора. В то же время в теле Хань Ли быстро раздалась череда тресков и хлопков, и взрыв огромной силы в безумии пронесся по всем частям его меридианов. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и трески и хлопки внезапно стихли, когда он ударил кулаком в каменную дверь на расстоянии. Мгновенно раздался взрывной взрыв, и каменная дверь вспыхнула пятицветным светом, прежде чем внезапно взорваться. Хань Ли удовлетворенно кивнул, увидев это, а затем махнул рукавом в сторону обломков вдалеке, чтобы выпустить вспышку лазурного света. Лазурный свет хлынул на груду обломков, которая снова превратилась в каменную дверь. После этого Хань Ли сел, скрестив ноги, и начал внимательно осматривать каждую часть своего тела, оценивая различия между способностями каждой из частей своего тела. Прошло 3 дня и 3 ночи, и Хань Ли, наконец, освоил все тонкости своей мантры очищения 100 меридианов. На мгновение обдумав текущую ситуацию, он щелкнул запястьем, чтобы достать из своего браслета-хранилища 2 зеленых кристалла разного размера. Один из них имел диаметр около фута, а другой с кулак. Они были ничем иным, как кристаллическими ядрами, содержащими истинный свет 5 элементов инь-ян. Один из них был получен из подземной шахты, а другой был очищен из демонического ядра магнитного светового зверя. В сочетании с некоторыми другими драгоценными материалами, которые он подготовил заранее, у него теперь было достаточно, чтобы обработать третью крайнюю гору. Хань Ли молча оценивал кристаллические ядра в своих руках, думая о соответствующей части метода очистки объединенных 5 экстремальных гор.
2 часа спустя Хань Ли внезапно подбросил 2 зеленых кристалла из своих рук в воздух, после чего его браслет для хранения сам снялся с его запястья. Затем Хань Ли указал пальцем на браслет для хранения, и он сразу же испустил на землю огромное пространство света. В следующее мгновение на земле рядом с Хань Ли аккуратно и упорядоченно появилась серия контейнеров. После этого из браслета хранилища с глухим стуком вышел шар серебряного света, в котором находился серебряный котел. Первоначально котел был всего около дюйма в высоту, но быстро раздулся примерно до 10 футов, прежде чем тяжело рухнуть сверху. Раздался оглушительный грохот, вся секретная комната слегка задрожала, и 3 ножки котла погрузились в землю примерно на полфута. Хань Ли махнул рукой в сторону пары зеленых кристаллов, и они сразу же полетели в котел 2 шарами зеленого света. После этого Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить шар серебряного пламени, который превратился в маленького серебряного огненного ворона, который полетел к нижней части гигантского котла. Пламя серебряного духа мгновенно начало гореть снаружи котла, а окружающая температура резко подскочила, в результате чего окружающий воздух исказился и скрутился, как будто он вот-вот расплавится. Тем временем Хань Ли быстро щелкнул пальцами по контейнерам на земле, и крышки со всех контейнеров были быстро сняты. Сразу после этого контейнеры появились в воздухе над гигантским котлом, а затем высыпали содержащиеся в них материалы. Хань Ли в ярости ввел свою магическую силу в серебряного огненного ворона, в результате чего птица увеличилась примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером, и серебряное пламя охватило практически всю нижнюю половину котла. Пятицветный свет вспыхнул на поверхности котла, и вокруг него появилась серия ослепительных рун размером с горошину. В этот момент Хань Ли медленно закрыл глаза, но в то же время начал делать серию быстрых ручных печатей. Внутри гигантского котла 2 зеленых кристалла и другие драгоценные материалы находились в чрезвычайно высоких температурах, а поверхности некоторых материалов даже начинали плавиться. Возможно, это произошло из-за небольшой нехватки материалов, или, возможно, эту экстремальную гору 5 элементов инь-ян было гораздо сложнее усовершенствовать, чем 2 предыдущие экстремальные горы, но Хань Ли потребовалось около месяца, чтобы, наконец, успешно усовершенствовать экстремальную гору. Внутри секретной комнаты гигантский серебряный котел уже разбился на бесчисленные фрагменты, а ослепительная гора высотой около фута парила на высоте около 10 футов над землей. Гора не только была полностью прозрачной, но и излучала пронзительный пятицветный свет, из-за которого невозможно было слишком долго смотреть прямо на нее. При виде миниатюрной горы на лице Хань Ли появилось довольное выражение, поскольку никто лучше него не осознавал, насколько она страшна. Однако этот длительный период непрерывного совершенствования был для него чрезвычайно утомительным, поэтому ему пришлось отдохнуть и восстановить силы. Помня об этом, Хань Ли махнул рукой в сторону горы, и она уменьшилась примерно до дюйма в высоту, прежде чем приземлиться ему в руку, после чего была спрятана. После этого Хань Ли устало закрыл глаза и начал медитировать. 2 дня и 2 ночи спустя он снова открыл глаза, и вся его усталость исчезла. После короткого мгновения созерцания он наложил ручную печать, и позади него вспыхнул золотой свет, когда проекция происхождения истинного дьявола появилась еще раз. Затем он взмахнул рукавом в воздухе, и 72 маленьких лазурных меча были выпущены, прежде чем вращаться вокруг его тела. Сразу после этого он перевернул руку, чтобы достать лазурную нефритовую пластинку, и по его приказу из нефритовой пластинки мгновенно вырвались бесчисленные белые руны. Руны сошлись, образовав отрывок текста, который неподвижно парил перед ним. Это было не что иное, как искусство меча лазурной сущности, которое он культивировал в прошлом. Несмотря на то, что Хань Ли уже полностью запомнил это искусство владения мечом, он все равно пристально смотрел на него немигающим взглядом, и его глаза быстро стали ясными, как вода. Он вошел в совершенно спокойное состояние и переоценивал свое искусство совершенствования. В ходе этого процесса некоторые из его 72 лазурных мечей сходились вместе, а другие разделялись, иногда образуя серию миниатюрных мечей, а иногда независимо паря в воздухе. Все маленькие лазурные мечи, казалось, были наделены собственной жизненной силой, что было весьма необычной концепцией. Этот процесс длился в общей сложности 5 лет, прежде чем в секретной комнате наконец раздался слабый вздох. Все маленькие лазурные мечи вернулись в тело Хань Ли, и в его глаза наконец вернулся намек на жизнь. Сразу после этого он убрал лазурный нефритовый листок, прежде чем достать золотой нефритовый значок, который по его приказу выпустил бесчисленные золотые руны, чтобы сформировать еще один отрывок текста. Судя по глубокому внешнему виду персонажей, это был не что иное, как оригинальный текст искусства истинного дьявольского происхождения. Хань Ли пристально всмотрелся в текст, и проекция происхождения истинного дьявола позади него внезапно открыла свои 6 глаз, одновременно складывая разные ручные печати каждой из своих 6 рук. Почти в тот же момент золотой свет вспыхнул из тела Хань Ли, и ряд золотых рун выступил из его кожи, образуя серию золотых чешуек, которые распространились по всему его телу, а на верхушке его головы появился единственный рог. Хань Ли изучал это искусство совершенствования гораздо дольше, чем искусство меча лазурной сущности, и прежде чем он это осознал, пролетело 11 лет.
В этот день из секретной комнаты внезапно раздался крик восторга, и проекция происхождения истинного дьявола позади Хань Ли исчезла вместе с рогом на его голове и золотой чешуей по всему его телу. Затем Хань Ли открыл глаза, и на его лице появилась неудержимая улыбка. Во время этой переоценки своего искусства совершенствования ему не только удалось разобраться в некоторых частях искусства совершенствования, которые он не смог понять в прошлом, он также развил несколько новых способностей, которые ответвлялись от этих искусств совершенствования. Он решил сделать это после того, как принял во внимание опыт прорыва узкого места на этапе Великого Вознесения, который был дарован ему Мо Цзиньли и патриархом Мо Сяа. В настоящее время он полностью овладел мантрой очищения 100 меридианов и имел 3 крайние горы, которые помогли ему преодолеть свои небесные испытания. В сочетании с новыми способностями, которыми он овладел, и тем фактом, что лечебный эффект лотоса чистого духа, который он употребил, был в основном усовершенствован, он подсчитал, что вероятность успешного прорыва составляет 70%. Такой невероятно высокой вероятности было бы достаточно, чтобы вызвать сильную зависть у всех существ на стадии интеграции тела. Нужно было понимать, что даже после того, как они потратят свои жизненные сбережения и проведут подготовку в течение десятков тысяч лет, среднее существо, находящееся на поздней стадии интеграции тела, все равно будет иметь лишь менее 10% шансов совершить прорыв на стадию Великого Вознесения. Некоторые существа поздней стадии интеграции тела со слабыми способностями даже не смогут пережить небесные испытания. В противном случае в царстве духов не было бы так мало существ в стадии Великого Вознесения. Подготовка, которую провел Хань Ли, была далека от того, на что мог надеяться средний человек на поздней стадии интеграции тела, поэтому он решил немедленно попытаться совершить прорыв. Прорваться через узкое место на этапе Великого Вознесения, естественно, будет гораздо сложнее, чем прорваться через его предыдущие узкие места, а ци мирового происхождения, вызванная во время прорыва, будет чрезвычайно разрушительной, поэтому он, естественно, не сможет попытаться прорваться, сидя в секретной комнате. Таким образом, на его лице появилось решительное выражение, когда он встал и вышел из секретной комнаты. Глава 2179. Приготовление. Когда каменная дверь открылась, Дао Се уже почувствовал, что делает Хань Ли, и в мгновение оказался перед Хань Ли, а затем оценил его серебряным светом, вспыхнувшим в его глазах. К этому моменту Дао Се уже восстановил свои силы до стадии Великого Вознесения, и его взгляд был острым, как лезвие, поражая Хань Ли чувством дискомфорта. Дао Се, похоже, что-то определил во время своего осмотра, и он спросил: «Готовишься ли ты совершить прорыв на стадию Великого Вознесения, товарищ Даос Хань?» Хан Ли не удивился, услышав этот вопрос, и ответил: «Действительно, так и есть. В настоящее время ты находишься в отличной форме во всех областях, поэтому твои шансы на успешный прорыв должны, по крайней мере, превышать 50%. Такая высокая вероятность очень редка даже в царстве истинного бессмертного», — сказал Дао Се. «Слышать такое очень обнадеживает. Мой прорыв вызовет настоящий переполох, поэтому, скорее всего, он привлечет некоторых посторонних. Поэтому, пожалуйста, следите за мной, брат Се», — попросил Хань Ли, сжимая кулак в приветствии. «Я могу это сделать, но если мне придется потратить какую-то энергию, чтобы защитить тебя, то это будет исходить из эликсира, который ты мне предоставил», — сказал Дао Се, равнодушно кивнув. «Конечно, тогда я буду рассчитывать на тебя, товарищ Даос», — ответил Хань Ли с улыбкой. Когда он собирался уйти, дверь другой секретной комнаты тоже открылась с глухим стуком, и изнутри вышла красивая женщина. Это была никто иная, как Серебряная Луна. Цвет ее лица был слегка бледным, но на ее лице было приподнятое выражение, когда она бросила взгляд на Хань Ли. «Поздравляю с такими большими успехами в вашей базе совершенствования. Но не слишком ли рано предпринимать попытки прорыва на этап Великого Вознесения? Почему бы вам не укрепиться еще в течение нескольких лет?» Было ясно, что Серебряная Луна в настоящее время не подвергается воздействию искусства безразличия. Хан Ли направил свой духовный смысл на Серебряную Луну и ответил с улыбкой: «Ваша база совершенствования также продвинулась за последние несколько десятилетий. Похоже, что искусство совершенствования, предоставленное старшему Сяо, было весьма эффективным. Но сейчас я ощущаю очень особенное состояние. Поэтому, если я не смогу совершить прорыв сейчас, то, скорее всего, я все равно потерплю неудачу, даже если мне дадут еще 1000 лет на подготовку. Ваша база совершенствования и опыт намного превосходят мои собственные, поэтому я уверена, что у вас есть причины принятия это решения. Позвольте мне присматривать за вами вместе с братом Се, чтобы не допустить, чтобы какие-либо надоедливые люди помешали вам», — предложила Серебряная Луна. Это, естественно, было бы более чем приятно. «Кстати, где Гоэр?» «Кажется, она сейчас не в пещере», — спросил Хань Ли. Гоэр недавно столкнулась с узким местом в своем совершенствовании, и ей необходимо ежедневно впитывать сущность восходящего солнца, чтобы совершить прорыв.
Поэтому она покинула пещерное жилище несколько лет назад и занимается самосовершенствованием на близлежащей горе, объяснила Серебряная Луна. Понятно. Высшие искусства воплощения действительно отличаются от обычных искусств совершенствования, поэтому для нас было бы лучше не вмешиваться в ее совершенствование, ответил Хань Ли, кивнув. Таким образом, троица Хань Ли вылетела из пещерной обители, затем определила точное направление, прежде чем вместе полететь к нему. Примерно через 15 минут все трое спустились в котловину за десятки тысяч километров от пещерного жилища. Хань Ли осмотрел просторные окрестности и горы вдалеке, прежде чем удовлетворенно кивнул. Это подходящее место. Пожалуйста, подождите здесь, пока я создам несколько формирований и сделаю некоторые приготовления. Они не смогут помочь мне преодолеть мои небесные скорби, но они замаскируют некоторые явления, которые возникнут во время моего прорыва, из-за которого посторонним будет сложнее выследить нас. Серебряная Луна и Даоссе, естественно, не возражали против этого, и они улетели к паре близлежащих гор, прежде чем приземлиться на них. Затем они оба сели на гигантский камень и издалека оценивали действия Хань Ли. Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, выпустив около дюжины шаров белого света, которые превратились в серию гигантских марионеток-обезьян, каждая из которых держала в руках разные типы инструментов формирования. «Начали!» — приказал Хань Ли, и марионетки поднялись в воздух, прежде чем осторожно расставить инструменты формирования в окрестностях. Тем временем Хань Ли поднялся с края бассейна, затем перевернул руку, чтобы вызвать серию полупрозрачных духовных камней высшего качества, которые он послал дождем сверху. Вскоре в бассейне сформировался ряд образований. Сделав все это, Хань Ли вернулся в центр бассейна, где создал серию мерцающих сокровищ, которые бросил во все части образований. Большую часть этих сокровищ Хань Ли получил от многих дьявольских лордов и клонов священных предков, которых он убил, и все они были чрезвычайно могущественны. В глазах обычного культиватора стадии интеграции тела даже одно из этих сокровищ считалось бы чрезвычайно ценным активом, но Хань Ли принес их более 50, и они использовались только для укрепления ядер формации и улучшения сил формирования, которые он только что создал. После этого Хань Ли щелкнул запястьем, чтобы высвободить огромную кучу формовочных материалов из своего браслета-хранилища, и только тогда он сел, скрестив ноги. Установив в руки плиты формирования и флаги формирования, гигантские марионетки-обезьяны немедленно собрали из кучи еще материала для формирования, прежде чем вернуться к работе. Эти формации явно не были обычными формациями, и даже с помощью инструментов формирования на их создание все равно ушло около полдня, после чего все гигантские марионетки-обезьяны вернулись к Хань Ли и неподвижно стояли перед ним. Хань Ли бесстрастно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку лазурного света, чтобы убрать марионеток. В то же время из его тела вспыхнул желтый свет, и он наложил ручную печать, прежде чем наложить на землю глубокую печать заклинания. Заклинательная печать в мгновение эка исчезла в грязи, после чего Хань Ли выкрикнул «Поднимись!». Земля тут же задрожала, когда квадратная платформа площадью около акра поднялась из-под земли, мгновенно достигнув высоты около 300 футов. Затем Хань Ли наложил другую ручную печать и открыл рот, чтобы выпустить серебряный огненный шар. Серебряный огненный шар быстро превратился в серебряного огненного ворона размером около фута, который затем резко увеличился до более чем 100 футов. Гигантский огненный ворон взлетел в воздух по приказу Хань Ли, затем развернулся и рухнул вниз к платформе. Когда серебряный огненный ворон приблизился к платформе, он превратился в огромное пространство серебряного пламени, которое затопило и платформу, и Хань Ли. Хань Ли совершенно неподвижно стоял прямо в серебряном пламени, и серебряное пламя просто пронеслось мимо него, оставив его совершенно невредимым. Однако платформа быстро расплавилась под пламенем, а ее поверхность начала стремительно кристаллизоваться. Сделав всего несколько вдохов, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, подняв порыв жестокого ветра, который погасил все серебряное пламя. В этот момент платформа стала полностью прозрачной и покрыта слоем белого кристаллического материала. Под светом солнца платформа излучала ошеломляющее сияние и издалека казалась нефритовой конструкцией. После непродолжительного улучшения пламенем духа обычная каменная платформа стала такой же прочной, как и обычные материалы для обработки инструментов. Внезапно 72 маленьких лазурных меча вылетели из тела Хань Ли, затем поднялись в воздух и превратились в полосы лазурного меча Ци. Хань Ли указал пальцем на полосы Ци меча, и все они в унисон спустились к платформе. Полосы лазурного света вращались вокруг кристаллической платформы, стирая бесчисленные кусочки кристаллического материала и создавая серию духовных узоров. Полосы Ци меча были быстрыми, как молния, и в мгновение К покрыли всю площадь платформы, а затем снова поднялись в воздух, где снова превратились в 72 маленьких лазурных меча. В этот момент на поверхности платформы появились бесчисленные глубокие духовные узоры, и у кого-то могло возникнуть своеобразное чувство головокружения, если бы он слишком долго созерцал духовные узоры. Хань Ли направил свое духовное чутье на эти духовные образы, и на его лице появилось довольное выражение.
Затем он перевернул руку, чтобы получить 4 маленьких флажка, каждый из которых был около дюйма в высоту, и все они мгновенно исчезли. В следующее мгновение из каждого из 4 углов платформы поднялись облака тумана, превратившись в 4 гигантских флага высотой более 100 футов. Флаги были разных цветов — красного, зеленого, желтого и фиолетового, и на каждом из них были выгравированы очень похожие на живых монстры. Платформа, бросающая вызов небесам, наконец-то завершена. Я надеюсь, что это действительно поможет мне в моем прорыве, как и говорит старший Мо, пробормотал Хань Ли, осматривая 4 гигантских флага. Сразу после этого он наложил заклинательную печать на летающие мечи наверху, и они превратились в более чем 1000 полос одинаковой лазурного меча. Затем они разлетелись в разные стороны и растворились в воздухе, но если бы кто-нибудь приблизился к платформе ближе, чем на 1000 футов, его сразу же охватило бы леденящее кровь чувство опасности. Хань Ли на мгновение остановился, прежде чем взмахнуть рукавом вверх, и во вспышке света над головой сразу же появились 3 небольшие горы. Глава 2180. Прилив духа. Затем по приказу Хань Ли 3 горы спустились к краям кристаллической платформы внизу, а затем тяжело рухнули на землю, где они мгновенно выросли до более чем 1000 футов в высоту каждая, окружив платформу гигантским горным барьером. После этого Хань Ли сел на землю и начал медитировать. День сменился ночью, а ночь снова сменилась днем. На 2 горах вдалеке Даоссе и Серебряная Луна постоянно оценивали Хань Ли с разными выражениями лиц. Выражение лица Даоссе было очень безмятежным и спокойным, в то время как в глазах Серебряной Луны постоянно читалось беспокойство. 4 часа спустя, когда первый луч солнечного света появился над ближайшей горой, Хань Ли открыл глаза, прежде чем сложить ручную печать, и огромная аура вырвалась из его тела, когда его проекция происхождения истинного дьявола появилась позади него среди вспышки золотого света. Затем, по его приказу, проекция происхождения истинного дьявола увеличилась до размера более 1000 футов, прежде чем открыть глаза и сделать разные ручные печати каждой из своих 6 рук. Раздалась череда громких грохотов, когда жестокий ветер пронесся по воздуху, принося с собой покров темных облаков. Хань Ли совершенно проигнорировал все это, сел на платформу и просто наложил еще одну печать заклинания. Внезапно духовные узоры на поверхности гигантской платформы, казалось, ожили, образовав сотни образований разных размеров, яркость которых хаотично колебалась. Источник Ци-мира, находящийся поблизости, резко поднялся, и в воздухе появились бесчисленные точки пятицветного света, простирающиеся настолько далеко, насколько могли видеть глаза, создавая захватывающий дух зрелище. Сделав все это, Хань Ли бесстрастно закрыл глаза и снова начал медитировать. Пока формации на платформе вспыхивали, его аура медленно поднималась практически с каждым мгновением. Несмотря на то, что этот темп улучшения был очень медленным и почти незаметным, при наличии достаточного времени он все равно мог бы привести к значительному увеличению. Между тем, проекция позади Хань Ли также начала медленно расширяться, становясь примерно на 10 футов выше за 2 часа. С такой скоростью проекция могла бы вырасти более чем на 100 футов в день, и по мере того, как она росла, ее похожее на проекцию тело также становилось все более и более солидным. Время медленно шло, а аура Хань Ли продолжала нарастать, не собираясь останавливаться. Полмесяца спустя аура Хань Ли возросла до такой степени, что этого было бы достаточно, чтобы вселить страх в сердце всех культиваторов интеграции тела, а его проекция происхождения истинного дьявола выросла до более чем 3000 футов в высоту, приняв при этом чрезвычайно существенную форму. Небо стало черным, как смоль под густым покровом темных облаков, и весь бассейн погрузился в полную темноту, придавая этому месту жуткий вид. Единственными источниками света были пятнышки света, образованные из начальной Ци-мира, которые парили в воздухе, и они также выросли из пятен света размером с горошину до размеров яйца. Издалека казалось, будто в воздухе парят бесчисленные гигантские светлячки, испуская мягкий свет. В этот момент Хань Ли наконец открыл глаза, и в его зрачках вспыхнул пронзительный синий свет. Он немедленно положил руку на макушку своей головы, и золотая зарождающаяся душа высотой в несколько футов появилась среди вспышки золотого света. Выражение зарождающейся души было слегка напряженным, и она сразу же указала пальцем вверх, как только появилась. Серебряный свет вспыхнул в темных облаках наверху, и мощная вспышка молнии упала под раскат грома. Золотая зарождающаяся душа слегка сузила глаза и вместо того, чтобы принять меру уклонения, открыла рот, чтобы впустить в себя вспышку лазурного света. Огромной молнии было позволено рухнуть без каких-либо препятствий, но она была полностью поглощена зарождающейся душой. Сразу после этого золотая зарождающаяся душа потерла руки, и из ее тела вырвались бесчисленные дуги молний, образовав серию массивных серебряных молниеносных рун, которые выстрелили во всех направлениях. Раздалась череда оглушительных грохотов, и руны молний исчезли в окружающем пространстве. В следующее мгновение по близлежащему пространству взорвалась вспышка невидимой силы, после чего по всем окружающим шарам пятицветного света пробежало волнение.
Затем шары света начали вращаться в воздухе, а золотая зарождающаяся душа села в воздухе, прежде чем сложить ручную печать. Внезапно огромная аура вырвалась из физического тела Ханли, и на таз мгновенно обрушился взрыв ужасающего духовного давления. В воздухе внезапно появился массивный невидимый вихрь с гигантской платформой в самом центре, и окружающие шары света были в безумии втянуты в вихрь, прежде чем устремиться вниз в виде полос духовного света. Прямо в этот момент на физическом теле Хань Ли и золотой зарождающейся душе внезапно появилась серия мерцающих серебряных духовных узоров, и как только пятицветный свет коснулся его кожи, он мгновенно исчез в этих серебряных духовных узорах. Шары света в воздухе над бассейном постоянно уносились в гигантский вихрь, а затем неустанным потоком впрыскивались в физическое тело Хань Ли и зарождающуюся душу. Со временем зарождающаяся душа постепенно прояснилась, а кожа физического тела Хань Ли стала более гладкой и прозрачной. Вскоре после этого золотая зарождающаяся душа была скрыта слоем золотого света, а все тело Хань Ли приобрело нефритовый вид. В этот момент все шары света над бассейном наконец исчезли, оставив после себя огромное пустое пространство. Выражение лица золотой зарождающейся души слегка потемнело, когда она увидела это, и одна из голов массивной золотой проекции позади нее внезапно издала тихий крик. Сразу после этого она сняла ручные печати, которые делала, и огромный шар золотого света появился над каждой из его ладоней, а затем был брошен вверх в унисон. 6 световых шаров мгновенно взлетели вверх, а затем объединились в один, образовав еще более массивный шар золотого света. Зарождающаяся душа махнула пухлой рукой в сторону гигантского светового шара, и он несколько раз вспыхнул, прежде чем взорваться с грохотом. Бесчисленные золотые руны в ярости вырвались вперед, образуя еще один огромный золотой вихрь, который мгновенно слился с первоначальным вихрем. Затем проекция происхождения истинного дьявола начала что-то напевать, когда в ее руках вспыхнул золотой свет, и 6 столбов золотого света, толщиной с резервуара с водой, вырвались вперед и исчезли на дне вихря. Золотой вихрь мгновенно резко увеличился в размерах под громкий жужжащий звук и всего за несколько вдохов стал настолько массивным, что занимал практически треть всего бассейна. Увидев это, на лице золотой зарождающейся души появился намек на восторг, и она сложила ручную печать, прежде чем указать пальцем на вихрь. Жужжание внутри вихря тут же утихло, сменившись восхитительной небесной музыкой. В то же время от него во все стороны проносились всплески огромной силы всасывания, грозившие разорвать все небо на части. Некоторое время спустя вдалеке раздался еще более поразительный грохот, как будто приближалась волна цунами. Духовный свет вспыхнул, и в далеком небе появился намек на ослепительное сияние, вслед за которым взметнулась бескрайняя ширь ослепительного света. Выражение лица золотой зарождающейся души немного изменилось, когда она увидела это, и в ее глазах вспыхнул синий свет, что позволило ей мгновенно распознать прилив духов как невероятный феномен, образованный бесчисленными пятицветными шарами света. Увидев это, на лице зарождающейся души появился намек на восторг, и она глубоко вздохнула, когда гигантская золотая проекция позади нее снова подняла свои 6 рук, высвободив еще дюжину столбов золотого света, которые выстрелили прямо в золотой вихрь. В результате вихрь еще больше увеличился в размерах и выпустил еще несколько всплесков огромной силы всасывания. Перед лицом такой огромной силы всасывания все входящие волны всасывающего света были втянуты в золотой вихрь, и серебряные духовные узоры на зарождающейся душе и физическом теле Хань Ли снова начали поглощать пятицветный свет. Их сущности были подобны ненасытной пустоте, по-видимому, с бесконечной жаждой изначальной ци мира. Тем временем гигантский вихрь насильно собрал всю исходную ци мира в радиусе десятков тысяч километров, создав прилив духов, который, казалось, никогда не утихнет. Однако, несмотря на то, что зарождающаяся душа и физическое тело Хань Ли были гораздо более мощными, чем у среднего существа поздней стадии интеграции тела, такой массивный приток энергии все равно быстро привел его к точке насыщения. Если бы он продолжал поглощать энергию, его зарождающаяся душа и физическое тело не только не смогли бы стать более могущественными, но и весьма вероятно, что он погиб бы от самовзрыва. Таким образом, серебряные духовные узоры на его физическом теле и зарождающейся душе быстро исчезли, и в то же время проекция происхождения истинного дьявола открыла свои 3 рта в унисон, легко пожирая всю исходную ци мира в окружающем воздухе, после чего она расширилась еще больше. Несмотря на то, что зарождающаяся душа и физическое тело Хань Ли больше не могли поглощать исходную ци мира, проекция происхождения истинного дьявола плавно сменила их. Поглотив в воздухе ци оставшегося мира, проекция происхождения истинного дьявола выросла более чем на 1000 футов. Тем временем зарождающаяся душа и физическое тело Хань Ли неподвижно сидели внизу, полностью сосредоточившись на очистке изначальной ци мира, которую они только что поглотили.